Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по пошиву вот такого очень интересного, эксклюзивного и необычного полотна. Долго тянуть не буду, приступаем. Для начала нужно сделать несколько шаблонов. Для этого просто в интернете находим трафарет и листик и выбираем тот листик, который больше нравится вам, и либо их распечатываем, либо переводим. Если будете перерисовывать, то это очень удобно сделать там, где экран вы можете сделать больше, меньше, и тем самым шаблон будет больше, либо меньше. Смотрите, ну вот, например, я прикладываю линеечку, понимаю, что ну вот можно увеличить, уменьшить. Все зависит от того, какого размера полотно вы хотите сделать и какие по размеру листики на этом полотне вы хотите видеть. Я перевожу с помощью простого карандаша на офисную бумагу. И также для удобства, после того, как я перерисовала на бумагу, я их вырезаю и затем делаю эти шаблоны из пластиковой упаковки. Это очень удобно и практично. Я буду это полотно шить из остатков и обрезков, и ткани у меня здесь абсолютно разные. Это трикотаж, это плащевка, также присутствует хлопок, вот какие-то небольшие куски. Это плащевка. Я подобрала все, что мне подходило по цветовой гамме. Сразу наперед скажу, вот эту ткань я из нее начала делать, но мне не понравилось, и я в полотне этот атлас использовать не стала. Трикотаж отлично себя ведет, хлопок отлично. И вы видите, что у меня тут абсолютно разные. Вот все, что у меня было в таких зеленых оттенках, цветах, все я приготовила. Заранее обязательно отутюжила. Вот эта ткань тоже у меня выбивалась по цвету, хотя здесь есть зеленые элементы, которые вполне бы подошли к этому полотну. Это хлопок, розу я не использовала, только фон. Ну и еще вот такой кусочек хлопковой ткани. Для основы я выбрала вот такую ткань. Это также у меня остатки и обрезки. Она очень плотная. И то, что она зеленая, это всего лишь совпадение. Я выбирала именно, чтобы ткань была плотной, а не зеленой, потому что ткань основы видно не будет. Теперь беру свои кусочки ткани, складываю лицом к лицу вот так. Беру шаблон и с помощью мыла, мелка, чего угодно, чем вы делаете разметку, обвожу. Вот так. Смотрите, так как это листик, и в принципе у природы нет четких ровных линий, то если линия ваша будет не точь в точь, как по шаблону, поверьте, будет выглядеть прекрасно. Ну и вот я обвожу несколько шаблонов, столько, сколько мне позволяет это сделать ткань. Ну и вот на этом кусочке у меня влезет еще один листик. Так я делаю полностью со всей своей тканью. Конечно же, количество зависит от того, какого размера будет ваше полотно и от того, какого размера вы выбрали ваши шаблоны. Я возле машинки, длина стежка у меня стоит 2,5 мм, и мне нужно прошить по намеченной линии. Начинаю я сбоку, не начинаю с уголочка, так как закрепка должна быть, и она стоит и в начале, и в конце строчки. И для того, чтобы не было утолщений именно в уголке, он вывернулся и был красивым, то я рекомендую начинать с любого из боков. И таким образом я прошиваю все намеченные ранее листики. Если у вас мало опыта и вам сложно делать строчку по намеченной линии, делайте просто мельче стежок. После того, как я прошила, срезаю лишнее и оставляю обязательно припуск. Припуск оставляю, отступив от строчки 3-5 мм. Если ткань
сыпучая, то оставляйте больше. Если это вот как у меня, например, трикотаж, то 3 миллиметра вполне достаточно. Так вырезаю все детали. Теперь нужно вывернуть. Для этого я беру ножницы, обязательно вот так разделяю, чтобы не прорезать вторую сторону. Делаю небольшой разрез, так чтобы у меня лезвие ножниц зашло, и вот так. Ну, в принципе, этого достаточно, можно ближе к центру, неважно. То есть так, как вам будет удобно. Опять же, все зависит от ткани. Трикотаж выворачивать очень легко, он мягкий. Ну и помогать себе можно различными предметами. Есть специальное приспособление. Я же привыкла помогать себе палочкой для суши. Тут главное уголочек, и главное, не берите острые предметы, такие как спица, игла, ну потому что это здесь не нужно. И вот так выглядит. Еще можно пройтись по швам, вот так хорошенечко, чтобы все вывернулось красиво и ровненько. Все, листик готов. Так выворачиваем все остальные. Конечно же, чем крупнее элемент, тем легче его вывернуть. Далее обязательно идем к утюгу и все получившиеся листики утюжим. Ткань основы у меня сшита из 2 лоскутов, поэтому по центру шов. И также я проклеила швейным обычным флизелином, клеевым, плотность 40 грамм на квадратный метр, но тут абсолютно не важно. Чем плотнее будет основа, тем лучше будет выглядеть полотно. И в готовом виде я еще раз акцентирую ваше внимание, почему важна плотность основы. Листики мои готовы, вот так они выглядят. Они у меня в коробочке, это удобно. И я буду пришивать все листья по одному. То есть изначально я не буду выкладывать их на полотне, ну, потому что мне так неудобно. И зачем я буду тратить время, я по ходу все это делаю. Но если вам удобнее сначала разложить это все по цветам, так чтобы один листик одного цвета не был рядышком с одинаковым, ну, в общем, то, конечно же, вы можете выложить на основу вот так изначально. Вы можете приклеить на клеевую паутинку, можете сколоть булавочками. В общем, тут каждый сделает так, как ему больше нравится и как ему удобнее. Я складываю вот так в коробочку и иду к машинке. Я возле машинки, у меня стоит строчка 2,5 мм. Начинаю я шить от края, и закрепка у меня только в конце. Так как тут строчки будут накладываться одна на другую, то мне лишнее утолщение здесь не нужно. Также, если вам сложно без разметки, то берете мелок или мыло, чем вы делаете разметку, и вот так себе набрасываете, если оно вам нужно. Но поверьте, вы нарисуете 2-3 листика, на 4 будете делать это все закрытыми глазами. Ну и вот так я просто по центру прохожусь, иногда делаю такие изгибы, иногда не делаю. Поверьте, в общей массе этого ничего заметно не будет. И далее возвращаюсь в ту же строчку. Ну, то есть прохожусь дважды. Тут на самом деле нет никаких правил особых, да, то есть что сначала можно сделать так или так, без разницы. Вот я, например, сделала центральный элемент, тем самым пришила листик. Далее я немножко прохожусь и вот так в бок, то есть делаю прожилку. Вот так одну, поворачиваюсь, возвращаюсь. Можно ли возвращаться реверсом? Конечно, можно. У меня лапка машинки поднимается педалью, а реверс делается кнопкой. Поэтому мне лично удобнее поднять, повернуть, нежели делать реверс. Поэтому я делаю так. А вы для себя выберите тот способ, который понравится и будет удобен именно вам. Ну и вот вы видите, как я делаю эти прожилки. Абсолютно без разницы. Хотите вы короче, длиннее, больше, меньше. Все на ваше усмотрение.
После того, как прожилки сделаны, можно оставить как есть и начать пришивать следующий листик, но я же решила еще делать контур по каждому листику. Без контура будут эти листики выглядеть более объемными, ну тут уж каждому свое. Далее беру следующий листик и немного с нахлестом накладываю и прошиваю. Но опять же, нахлест это мое личное предпочтение. Если вы хотите их раздвинуть, оставить им такой воздух друг возле друга, то, конечно же, это можно сделать. Просто полотно будет выглядеть по-другому. Это не означает, что будет хуже либо лучше, это означает просто будет по-другому. Ну а я продолжаю и таким образом все листики свои я нашиваю. Единственное, что еще я смотрю, вот вы видите, что я каждый листик прикладываю и смотрю, нравится мне или не нравится. Также слежу за тем, чтобы два одинаковых по цвету листа не находились рядышком друг с другом. Также эти листья можно пришить в технике свободная ходовая стежка, если вы не владеете. А если не владеете, то у меня на канале очень много подробных и пошаговых мастер-классов. Ссылку на них я обязательно оставлю в описании под этим видео. Переходите, смотрите, учитесь и вдохновляйтесь. Сейчас показываю вам полотно, специально не доделывала до конца. Вот показываю изнанку и обратите внимание, как стягивается ткань основы. Но у меня тут не критично, так как ткань плотная и также еще проклеена дополнительно флизелином. Если вы возьмете тонкую ткань, не проклеите ее, то само полотно у вас также стянет, будет неровным и не очень красивым. Ну а сейчас я хочу вам показать немного визуализации. Я считаю, что лучше один раз увидеть, нежели тысячи раз услышать. И в данном варианте я согласна с этим на 100%. Когда вы видите такое разнообразное применение одного и того же полотна, то, конечно же, ваше вдохновение, ваше рвение к творчеству возрастает в разы. Сколько бы я ни перечисляла и не говорила о том, что можно применить и в сумках, и в рюкзаках, и в одежде, и в домашнем текстиле, ну, это другое. Когда человек видит, визуализирует, у него совершенно по-другому работает творческое направление. Также предлагаю в комментариях обсудить, какое из изделий больше всего подходит к этому полотну. Конечно же, все дело вкуса и каждому свое. Кому-то понравится сумка или рюкзак, а кто-то захочет себе домашний текстиль. Кто-то вообще в принципе шьет одежду, и ему приглянется варианты с пошивом одежды. Но все же мне интересно ваше мнение, поэтому пишите его в комментариях. Но на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все, всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.